Привет, друг, меня зовут Джон Кормилицын, ты на канале JCenters, и мы представляем первую часть разбора плагинов для Blender. Да, именно первую часть, потому что мы разделили ее на две. Это, наверное, единственный 3D-пакет с таким огромным количеством дополнений. Да, это в принципе одно большое дополнение друг к другу. Я дам тебе краткое описание плагина, а вот весь функционал расписывать не буду, иначе эта серия роликов покажется вечностью. Отметим, что в создании нам помогал Олег под ником Сэм Бакет. Он просил его не добавлять, а мы вот добавили. Текст и монтаж Елена Федорова, звук Петрович. Поехали! Итак, все аддоны подразделяются на те, что встроены в сам Blender, ну и на те, что идут в качестве дополнений, так называемые сторонние. То есть, как в ZBrush, плагины, которые больше всего были нужны пользователям, автоматически встроены в программу. Ну, точнее, разработчиками, чего раньше по сути не было. Начнем с родных. В основном здесь будут скрипты. Все аддоны, находящиеся внутри самого Blender, можно найти в разделе Addons, который имеет строку поиска. Ссылочка на документацию по аддонам в описании. Встроенные аддоны мы опишем немножечко меньше, чем сторонние. Также мы постарались подразделить их по категориям. Еще отметим одну особенность, относящуюся ко всем дополнениям в целом. У Blender при переходе с 2.79 на 2.80 изменился Python API. Что это означает? Исходя из этого, аддоны можно разделить по совместимости на 2.79 и ранее, ну и 2.80 и новее. Дополнения под 2.79 не подойдут на более новых версиях Blender, а вот аддоны, сделанные для 2.80, порой прекрасно работают на более свежих сборках, ну включая самые последние. Так что мы будем оговаривать совместимость, хоть Blender 2.79 и считается уже устаревшим. Также в различных пабликах часто можно встретить сообщения следующего характера: «Я поставил аддон и ничего не происходит». Так ты просто посмотри, совместима ли версия аддона с твоим блендером, потому что я уже предвижу огромное количество комментариев, и каждый теперь ролик я буду говорить о факторах, которые будут влиять на то, что здесь происходит. Чаще всего эта невнимательность либо ставит не ту версию аддона, ну, либо не ту версию блендера. Погнали! Аддоны в 3D View — это дополнения, тесно связанные с управлением 3D окна просмотра. 3D Navigation. Он переносит управление 3D вьюпортом в отдельную вкладку на правой панели. Аддон стал менее полезным в 2.8 и далее, так как навигация 3D вьюпорта теперь находится прямо в самом вьюпорте. Match with Console. Он упрощает работу с Python, позволяет визуализировать скрипт во вьюпорте, тем самым быстрее находить ошибки, связанные со сложными преобразованиями матриц, также пересечением лучей, преобразованиями вращений, изменениями меша и тому прочее. Measure — это удобный аддон для технического моделирования с точным измерением. Дополнение позволяет выводить размеры объекта в области просмотра. Пригодится архитекторам в проектировании, а также инженерам в моделировании техники, оборудования и инструментов, ну либо просто для составления чертежей или создания моделек для 3D-печати. VR Scene Inspection расширяет функционал области просмотра Blender в очках виртуальной реальности. Набор инструментов ограничен, ну и система VR требует больше доработок. Blender VR совместим с платформами Oculus, ну это Rift и Quest, Monada, ну и SteamVR. Аддоны Add Curve. В эту категорию входят инструменты по работе с кривой. Assign Shape Case. Он позволяет задать одну кривую в качестве Shape Key для другой кривой. Пригодится, если надо сделать морфинг одного объекта в другой, ну то есть его трансформацию из одного в другое состояние, при условии, что объекты состоят из кривых. Add Curve Extra Object создает сложные фигуры из кривых, ну и дополнительные примитивы типа сложных геометрических фигур соответственно. В аддон включено несколько предустановок этих самых кривых, пригодится для моделирования каких-то абстрактных форм. Evigen — это дополнение для генерации плюща. Да, и я не оговорился. Просто выбираешь те вершины геометрии, где хочешь показать рост, и получаешь довольно приемлемый результат в виде кривой с растительностью, которую можно легко изменять и настраивать. Sapling Tree Gen — это генератор деревьев. Есть много предустановленных типов деревьев, из которых можно выбирать или же создавать свои собственные, только всю настройку придется производить вручную. Сама панель инструментов довольно обширная, что позволяет достичь реалистичных результатов. Дополнение Add Mesh. Из названия ясно, что это создание меша, то есть геометрии.
ANT Landscape – дополнение для генерации ландшафтов. ANT расшифровывается как Another Noise Tool, откуда уже и становится ясным, что для создания поверхности аддон использует различные типы noise, за счет чего позволяет формировать ландшафт Земли, ну или целой планеты, а также более-менее детально проработать эрозию, ну и возвышенности. Archimesh – аддон из области архитектуры, который позволяет быстро создавать двери, лестницы, окна, лампы, перекрытия и тому прочее. По работе с этим дополнением разработчик составил плейлист в 25 коротких видеоуроков. Инструменты аддона автоматизируют процесс проектирования, но все равно придется немного повозиться с изучением, для чего какая кнопка предназначена. Ну и в целом необходимо понимать пространство в сцене. Archipack – более продвинутый аналог Archimesh'а, но с более гибкой настройкой. Содержит набор параметрических примитивов, позволяет осуществлять редактирование в реальном времени, но в основном подойдет для архитекторов, опять же. Есть платная версия Pro. Bolt Factory. Из названия ясно, что это генератор гаек и болтов. Собственно, да. Дискомбобулятор. Генерирует что-то вроде sci-fi панелей для выбранной геометрии. AddMesh Extra Objects – это аддон, вобравший в себя несколько инструментов по созданию дополнительных объектов, например, чайника, пирамиды, балок, сот и других объектов. Аддон, грубо говоря, расширяет стандартный набор примитивов, причем некоторые из дополнительных объектов имеют несколько вариаций. Например, торус имеет 3 типа узлов на выбор. Все объекты имеют свои какие-либо параметры, которые можно легко изменять и настраивать. Animation Addons. Animal позволяет анимировать то, что обычно не анимируется. Например, UV-развертку, вершины, скосы, края и прочее. Редактирование осуществляется за счет создания ключевых кадров. Пригодится при создании многочисленных деформаций предмета, либо для придания обыденным объектам каких-то интересных форм. Turnaround камера. Одним щелчком мыши создает вокруг объекта вращение камеры по выбранным осям. В выбранной позиции создается объект, связанный с камерой, и выбирается направление. Можно использовать для презентации какого-нибудь продукта, либо при плавной смене сцены или объектов. Камера Addons. Add Camera Rigs. Это дополнение расширяет функциональные возможности камеры, а именно пригодится при создании рига камеры. Имеется 3 предустановки: Dolly Rig, Crane Rig и 2D камера Rig. Отличаются они назначением. Первые 2 используют для кинематографической проходки, а последний в основном для статичного кадра. Импорт, экспорт. Paper Model. Эта надстройка генерирует файлы PDF или SVG, подходящие для прямой печати и бумажного моделирования. Nuke Animation. Дополнение использует формат CHAN для сохранения параметров камеры. Этот формат используется такими приложениями, как Nuke и Houdini. Images as Planes предназначен для импорта изображения в виде плоскости в 3D-сцене. Можно импортировать одно изображение, или несколько, а также фрагмент видеоролика. В последнем случае создается одна плоскость с анимацией. Надстройка для интерфейса. Dynamics Brush Menu. Аддон пригодится для быстрого доступа к наиболее часто используемым кистям, инструментов для рисования и скульптинга. Копия Attributes меню значительно расширяет функционал сочетания клавиш Ctrl-C. Выбрав объекты, можно скопировать какие-либо конкретные настройки, например, такие как местоположение, поворот, масштаб, цвет, и прочее. Вносит специальные возможности в управлении модификаторами. С этим аддоном можно применять выбранные модификаторы ко всем объектам одновременно, а также удалять и включать видимость. Lighting Addon для света. Dynamic Sky. Это настройка для создания процедурного изображения неба с множеством дополнительных опций. Позволит создать естественное освещение в проекте. Tree Lighting. Это дополнение формирует на выбранном объекте трехточечное освещение в студийном стиле. Настройки источников света довольно просты. Sun Position необходим для позиционирования и анимации Солнца. При этом он использует географическое положение, время и дату. Работает как совместно с HDRI, так и отдельно. Дополнение Materials. Material Library. Это, собственно, система для создания библиотеки материалов. Можно сохранять, загружать и классифицировать файлы. Имеется простая система фильтра и поиска по названию.
Material Utility — это настройки для работы с материалами в виде отдельной панели. С помощью этого аддона можно осуществлять поиск по названию, копировать и производить замену. Mesh Addons. Auto Mirror вырезает и отзеркаливает выбранную геометрию. Больше здесь особо ничего не скажешь. Edit Mesh Tools — набор инструментов для редактирования меша. Он разделен на несколько категорий, в каждой из которых большинство инструментов имеют описание в виде всплывающей подсказки. F2 или скрипт-паук расширяет функционал кнопки F. Позволяет создавать грань из выбранной вершины, или ребра. В инструментарии находятся 3 функции: Quad from Vertex, Quad from Edge и Direction Control. Каждый из них отличается изначальным положением моделирования. Loop Tools пригодится в моделировании. Он поможет быстро и просто отредактировать геометрию. У этого скрипта множество способов применения. Можно в 2 клика создать новую геометрию, добавить полигоны, изменить их форму, масштабировать и многое другое. Tissue — аддон для параметрического моделирования. В нем присутствуют такие инструменты, как генерация, тесселяция, инвертирование, рандомизация. Может помочь при создании абстрактных форм, различных соединений между объектами, сплетений тканей или кольчуги. Дополнение для нод-системы. Node Arrange необходим для организации рабочего пространства, позволяет упорядочить все ноды. Node Wrangler ускоряет работу с нодами, особенно в редакторе материалов. Object Addons Bool Tool используется для дополнения модификатора Boolean. С ним любой объект может назначить булевым и задать ему определенные действия для пересечения, обрезки и объединения без применения модификаторов. Cell Fracture — аддон для разделения объектов в режиме полигонов. То есть с ним можно создать разрушения, трещины на объекте, или разбивать его на несколько деталей и после все анимировать. Grace Pencil Tools расширяет инструментарий системы Grace Pencil, который позволяет рисовать в трехмерном пространстве, а также создавать и воспроизводить анимацию в реальном времени. Может использоваться для создания 2D-анимации, анимированной графики или в качестве инструмента раскадровки. Edit Linked Library пригодится для крупных проектов. Он сохраняет все настройки библиотеки с объектами и материалами для последующего использования. Ascura Tools — это панель со множеством инструментов для настройки объектов, рига, геометрии, рендеринга и файлов. Scatter Objects — это дополнение для беспорядочного разброса объектов в пространстве, или какой-либо поверхности. Skinify Rig содержит инструменты для автоматического создания меша на основе оснастки объекта. Может выбрать как все кости, так и каждую в отдельности. Совместим с Rigify, о котором чуть дальше. Align Tools используют для выравнивания положения, поворота или масштаба выбранных объектов относительно указанных осей. Rigid Addons Rigify — продвинутый модульный инструмент для риггинга персонажей. Отметим, что аддон снабжает модель модульным скелетом. Имеется несколько заготовок так называемых мета-ригов. Мета-риг нужно разместить в модель, после чего на его основе создастся оснастка и сам деформирующий скелет, то есть автоматический риг. Sequencer Addons Power Sequencer поможет быстрее редактировать видео в видеосеквенсор. Содержит инструменты для обрезки, выбора, объединения или добавления переходов между отрывками. Сторонние аддоны. Вот здесь разберем более подробнее. Интерфейс. Fixing Mirror — небольшое дополнение для улучшения зеркалирования. Он отображает круговое меню для Ctrl+F и помогает более интуитивно отражать объекты. Симуляции. Flip Fluids необходим для создания жидкостей, основан на технике моделирования Flip. Позволяет проработать частицы пены, пузырьков и брызг, подходит для крупномасштабных сцен. И еще с его помощью можно имитировать более густые и вязкие жидкости. Поддержка Blender начинается от версии 2.79. Simply Close
Вспомогательный аддон для создания одежды. Позволяет настраивать и тестировать анимацию ткани. В дополнение еще содержит библиотеку материалов. Имеется стандартная версия и Pro. Используется только на Blender 2.82 и 2.90. Моделирование, ретоп и генерация. Edge Flow. Аддон перераспределяет, выравнивает или искажает контуры краев на изогнутых объектах. Имеет два режима. Первый делает всю выбранную окантовку линейной, а второй регулирует каждый полигон, но при этом закругляя весь край. Аддон поддерживает Blender 2.8. Исходный код лежит на GitHub. Boxcutter и HardOps. Это два аддона от одного разработчика. Каждый из них расширяет возможности самого блендера, ну и содержит набор инструментов для Hard Surface моделирования. При этом Boxcutter используется всего лишь для разделения объекта, вычитания из него какой-либо формы, ну и в общем-то для резки. А вот HardOps встроен еще функционал и для скульптинга. Продаются они как в комплекте, так и по раздельности. Mesh Machine. Используется опять же для Hard Surface моделирования. В основном с помощью этого аддона можно создавать закругленные фаски у моделей, сглаживать и преобразовывать края многоугольников, устранять какие-то перекрытия на скосах. И инди-версия для Blender стоит примерно $40. Для студии ценник выше, совместим с версиями 2.83, 2.9 и 2.91. Декаль машин позволяет детализировать поверхность с помощью различных декалей, при этом без использования UV-развертки. Аддон имеет большую библиотеку деталей, ну и довольно быстро и легко встраивает их в модель. Для фрилансера стоимость составляет около $50. Для студии от 5 человек сумма начинается с $200. Совместим с версиями 2.83, 2.9 и 2.91. Retopoflow — это аддон для ручной ретопологии. Он содержит все необходимые инструменты для максимально точной настройки. Mira Tools также предназначен для моделинга и ретопологии. Довольно старый, но полезный скрипт. Поддерживает только Blender 2.8. Dropit. Аддон позволяет в 2 клика ставить любой объект на поверхность другого меша. С его помощью можно легко исключить пустоты. Больше никаких парящих предметов. Поддержка 2.8 и далее и 2.91 и далее. Gravity Rope предназначен для генерации и анимации веревок, ну также кабелей и прочих висящих объектов. Имеет предустановки материалов, поддерживает столкновения, изломы, растяжения и реагирует, например, на ветер. Является платным, стоит около $27 и совместим с версиями от 2.8 до 2.91. Spider Web генератор. Из названия уже понятно, что это генератор паутины. Работает только при наличии аддона Animation Nodes. Дополнение пытается имитировать паутину как можно более схожую с реальной. Однако можно создать и стилизованные виды. Поддерживает версия начиная с 2.78 и до 2.91. И еще он платный. Да, около $50. Welder – довольно простое дополнение. С его помощью можно сделать сварочный шов между объектами. Да, казалось бы мелочь, но придает реалистичности. Содержит 5 видов сварки. Аддон платный, всего $10. Поддерживает версии от 2.79 и до 2.9. Grid Modeler позволяет выполнять логические вычитания по нарисованной фигуре, ну или выдавливать сетки над поверхностью, а также разделение объекта. И еще имеет инструменты по быстрому созданию труб на основе сплайнов. Аддон стоит $10, поддерживает версии Blender до 2.9. Текстуры, материалы и UV. UV Pack Master – это программа для упаковки UV-шки. Есть как отдельный движок, так и расширение. Лучше скачивать на официальном сайте с одноименным названием. Text Tool – аддон, который предназначен для работы с текстурами и UV-разверткой. В описании оставили ссылочку на GitHub, где можно скачать и просмотреть код. ByGen – расширение содержит инструменты для генеративного моделирования, а также для создания абстрактных форм на основе имеющейся геометрии. С помощью этого аддона можно создавать довольно интересные абстрактные сцены, совместим с версией 2.8. Сверчок. Аддон от российского производителя. Это система векторного черчения и параметрического конструирования. Пригодится архитекторам и дизайнерам. Сверчок позволяет работать в софте без знания языков программирования. Ссылочка в описании.
Real Snow. Из названия понятно, что он генерирует меш снега на выбранном объекте. Также автоматически добавляет реалистичный PBR-материал снега. С версии Blender 2.83 идет в составе программы как встроенный плагин. B-Painter дополняет функционал инструментов для рисования текстур прямо на модели. Имеет послойную систему с поддержкой различных режимов наложения, также содержит библиотеку кистей и предустановок текстур. Расширение стоит около $40. Сравнительную таблицу с уже имеющимися встроенными инструментами найдешь в маркете Blender. Поддерживает версии от 2.79. PBR Materials — это библиотека, содержащая всего около сотни преднастроенных шейдеров, ну и 14 процедурных текстур. Все миниатюры можно посмотреть на сайте или GitHub. Начиная с версии плагина 3.2, работает только в Blender 2.8 и новее. Extreme PBR Evo — аддон с коллекцией более чем в 1000 PBR материалов в формате 2К. Все они распределены по категориям и управляются через простой интерфейс с предварительным просмотром. Помимо этого, аддон позволяет создавать и сохранять свои материалы с помощью конструктора шейдеров. И начиная с версии 3.3.1 можно синхронизировать материалы из импортированной модели SketchUp. А также из последнего появился материал анимированной воды, который легко настраивается. Совместим с версиями Blender от 2.79 и до последней сборки. Стоимость дополнения разнится в зависимости от версии. Для 2.8 и выше ценник начинается от $50. Растительность. Scatter позволяет в пару кликов засадить поверхность различной растительностью. Аддон имеет встроенную библиотеку как отдельных объектов, так и биомов, то есть заранее созданных сбалансированных экосистем. Поддерживает 2.8 и выше. Real Grass содержит библиотеку различных форм травы и сорняков. Комплект небольшой, но вполне подойдет для архитектурной визуализации. Совместим с версией 2.8. Real Trees — аддон с библиотекой из 20 самых распространенных деревьев. Имеется как высокополигональные, так и низкополигональные модели. Текстуры листьев и коры доходят до 6К. Совместим с версией 2.8. Modular Tree — это генератор деревьев на основе собственной нодовой системы. Подойдет для создания крупного леса. Только надо будет оптимизировать использование памяти. Скачать можно на GitHub. Ссылочка в описании. Поддерживает Blender 2.8. The Growy — еще один аддон для генерации деревьев. Информации по нему совсем немного. Позволяет, так скажем, выращивать дерево, управляя всевозможными элементами. По обзору довольно подвижный аддон. Содержит 14 предустановок, которые охватывают различные формы деревьев. И он довольно дорогой, обойдется в €119. Да. Grass Vault предназначен для создания полноценного ландшафта с нуля. Для ознакомления можно воспользоваться демо-версией, которая находится на официальном сайте. В продаже есть два пакета – обычный и Pro. Цена на них, естественно, варьируется. От 49 за персональную лицензию и $200 за командную. Ну и также от выбранного варианта зависит количество доступных материалов из библиотеки растительности. И еще эту самую коллекцию можно приобрести отдельно. Совместим с версиями начиная от 2.8 и до 2.9. Анимация. Dynamic Parent устанавливает зависимость по типу наследования. В Blender для парентинга в анимации используется Constraint Child Of. В анимации часто при смене родительского объекта слетают трансформы этого объекта, которые были унаследованы от предыдущего родителя. Это лечится вставкой дополнительных ключевых кадров с применением изменений, но это лишь трата времени. И вот аддон Dynamic Parent помогает сделать это все в один клик. Применяется в анимации чего угодно, от конвейеров до передачи предметов между персонажами. Имеет сборки для 2.79 и совместим с 2.8 и новее. Sprite Handler — набор инструментов для работы со спрайтами и флипбуками. Позволяет анимировать плоскость спрайтов без необходимости выставлять ключевые кадры. Можно использовать для упаковки спрайтов с использованием загружаемых изображений, ну или из готового рендера с анимацией. Совместим с Blender 2.8. Animation Extracts вносит инструмент Onion Skin для отображения промежуточных кадров анимации во вьюпорте. Поддерживает версии от 2.8 и цена у него символическая, всего $1. Исходный код можно найти на GitHub.
Particle Link – аддон для создания связи между частицами, наподобие нейронных сетей. Все кривые легко настраиваются и анимируются. Расширение позволяет работать с большим количеством частиц. Поддерживает версии от 2.8 и стоит около $30. CloseFX – расширение для моделирования разрыва ткани. В самом Blender такой базовой функции нет. Аддон позволяет создавать реалистичные типы разрывов в реальном времени без предварительного запекания. Совместим с версиями начиная от 2.79 и до 2.9. Дополнение стоит $30. Animation Nodes – нодовая система, значительно расширяющая возможности анимации в Blender. Пригодится для motion графики. Кстати, разработчик этой системы Жак Лука сейчас является штатным сотрудником Blender и работает над нодовой системой анимации, которая будет встроена по умолчанию. Риггинг. Озвучу серию аддонов по риггингу от одного разработчика. Это Car Rigging Pro для автомобилей, Boat Rig Pro для кораблей, Helica Rig Pro для вертолета и Truck Rig Pro для грузовика. Все они подходят для версии 2.8 и выше. Аддоны платные, точные цены найдешь в Blender Market. Расширения имеют быструю и удобную настройку рига. Car Rig предлагает автоматический просчет центробежной силы, тормозной системы автоматического дрифта, работы рулевого колеса, а также определяет местность и импортирует работу подвески, поэтому никаких особых усилий прилагать не нужно. Boat Rig предназначен для рига лодок и кораблей. Риг может автоматически реагировать на волны в вашей сцене, что упрощает создание реалистичной анимации. Helica Rig имеет легкое управление турбулентностью и скоростью вращения лопастей. Truck Rig разработан для установки на грузовые автомобили с 6 или 8 колесами и прицепом с 4. Поддерживает реалистичное моделирование подвески на различные местности, а еще автоматически определяет грунт. Blend Rig 5 – дополнение для создания автоматического рига персонажей, включая туловище, конечности и лицо. Имеет предустановки только для двуногих персонажей, и еще риг использует гибкие кости и Mesh Deform Cage для детальной деформации лица. Mesh Deform Cage – это как упрощенный вариант меша, выполняющий роль модификатора FFD из 3D Max, или Lattice в Blender. Поддерживает Blender 2.8. Auto Rig Pro – продвинутый риг для персонажей. Для гуманоидов можно включать автоматическое размещение контроллеров рига, и впоследствии их можно будет отредактировать. Также имеет настройки для зеркалирования. В него внедрены IK, FK контроллеры. А еще с его помощью можно настроить анимацию перьев. Универсален и работает с другими аддонами по ригу. Например, поддерживает X-Muscle System для реалистичного моделирования мышц. Совместим со всеми версиями Blender, начиная от 2.79. И он платный, надо будет около $30. X-Muscle System, собственно. Аддон для быстрого создания мышечной системы скелета, а также моделирования реалистичных деформаций кожи или других органических объектов. С его помощью можно анимировать некоторые параметры мышц, автоматически прикреплять к костям и получить полное управление над мышцой. В продаже два пакета, расширенный и стандартный, стоимость которых составляет $35 и $55 соответственно. Поддерживает версии с 2.79 до 2.91. Кстати, расширение является частью программы Epic Mega Grants. Bone Layer Manager упрощает управление ригом, конечно. Содержит инструменты для настройки положения, видимости и некоторых свойств костей. По умолчанию в Blender кости можно группировать по слоям, но называть их или маркировать нельзя, так что легко запутаться, а вот аддон в свою очередь позволяет настроить систему отображения слоев костей в отдельной UI панели, переименовать их и распределять по слоям также, конечно. Поддерживает Blender 2.8 и отдельной документации по интерфейсу нет, но зато есть всплывающие подсказки в самом аддоне. Rig Flex – аддон для придания костям некого смягчения при движении или столкновениях. Разработчики рекомендуют использовать его для щупалец и всего подобного. Совместим с версиями 2.79 и 2.8.
Wiggle Bones добавляет автоматическое покачивание костей. Пригодится, например, при столкновении с объектами. Выглядит плавно и естественно. Настройки интуитивно понятные. Схож с Rig Flex. Но у него есть еще несколько опций, таких как растяжение, гравитация, жесткость столкновений и так далее. Поддержка начинается с 2.83 и доходит до 2.92 альфа. MBLab – расширение для создания персонажей с большим количеством настроек физиологии. В аддон включены инструменты топологии, в основную сетку головы входят зубы, язык и глаза. Также есть стандартный каркас тела для рига с проработанной кинематикой и имитацией мышц. В дополнение к этому можно затекстурировать модель, настроить мимику лица, выбрав различные выражения из библиотеки. Совместим с Blender 2.8 LTS и тестируется с новыми сборками. Свет и камера. Create Cam представляет ряд инструментов и предустановок для удобного управления камерой. В основном предназначена для настройки фокусного расстояния, совместим с Blender 2.91. Gaffer – аддон для быстрой настройки освещения при помощи локальных источников и HDRI. Разработчиком является художник по свету, который создал расширение для своей повседневной работы. Имеет удобную и интуитивно понятную панель инструментов, имеет встроенную библиотеку бесплатных HDRI с HDRI Heaven и поддерживает Blender аж с версии 2.78 и новее. Вот какой мужик. Перед тем, как купить, можно попробовать полностью бесплатную пробную версию, да. Стоимость аддона составляет $20. Extra Light добавляет более 60 предустановок фотометрически корректных источников света. При этом светильники разделены на 4 категории: естественные, лампы накаливания, светодиодные и люминесцентные. Все источники основаны на реальных осветительных приборах, мощность которого можно регулировать в люменах, что позволяет получить более физически точный свет. Рекомендуется использовать в Cycles. В Eevee тоже можно, но там будут некоторые ограничения. Есть бесплатная версия, которую можно найти на GitHub, и Pro-версия, включающая в себя уже все интересные фишки и предустановки. Ее стоимость составляет всего $14. Extra Light поддерживает только 2.82, 2.83, 2.9. Photographer – дополнение для Blender версии от 2.8 до 2.9. Имеет расширенные настройки для камеры, имитирующие реальную установку, и используется для настройки физически корректного света. В инструментах есть экспозиция с использованием реальных настроек камеры, а это ISO, диафрагма и выдержка. Для удобства можно использовать различные единицы измерения освещения. Еще отметим, что есть вторая версия, она бесплатная, и третья – платная. Вторая хоть и не поддерживается разработчиком, но все еще совместима с актуальными версиями Blender. Pure Sky содержит инструменты для создания процедурного неба, причем различных стилей. В обновлении 2.1 появилась возможность добавлять блики в объектив камеры Eevee. Аддон платный, цена варьируется в зависимости от необходимого пакета. Совместимость начинается от 2.81 и заканчивается на последнем 2.91. Рендер. LuxCore Render – это физически корректный рендер-движок, использует OpenCL, и хвастается тем, что предлагает расширенные функции, такие как ускоренный рендеринг отраженного света и эффективный рендеринг акустики, и он совершенно бесплатный как для личного, так и для коммерческого использования. Осуществляет поддержку Blender от 2.79 до 2.83, а еще доступен для Cinema 4D, 3ds Max, SketchUp и Maya. Но там все грустно. Хорошей интеграции 0. И про Redshift Render, Octane Render, Radeon Pro Render, Cycles и усовершенствованный и ускоренный вариант eCycles вы знаете. И не надо писать о том, что мы их забыли. Не смотри на то, какие результаты выдает тот или иной рендер. Выбери тот, где тебе удобнее работать. Пожалуйста, не пиши, что вот этот рендер лучше или хуже и так далее. Покрути, посмотри, определись. Ты знаешь, где их найти, ты в курсе, и не надо говорить о том, что тебя убьют за это разработчики. Просто выбери по вкусу классный рендер и делай классные картиночки. Заходи к нам в телеграм-чат и обязательно скидывай, что у тебя получается. У нас там тоже есть и блендеровцы, и маевцы, и 3ds максеры, и Cinema 4D-шники, и вообще пацаны классные там, так что заходи и пиши что-нибудь. Импорт-экспорт. Blender GIS. Как дубль GIS,
только BlenderGIS. Как DoubleGIS, только BlenderGIS. Импортирует спутниковые карты из Google Maps и OpenStreetMaps. Аддон позволяет выбирать область на карте мира прямо в Blender, а не в браузере. И еще за счет вычисления ландшафта можно придать местности необходимый объем. Причем текстуры топографически верны даже при изменении высот. Исходный код лежит на GitHub. Минимальная версия Blender 2.8. Send to Unreal предназначен для экспорта проектов Blender в Unreal Engine. Этот аддон в целом упрощает рабочий процесс. Для скачивания необходимо связать свою учетную запись Epic с GitHub. Вся информация по ссылочке в описании. Миксер в блендере. Да, позволяет совместно работать в одной сцене сразу нескольким пользователям. Это может быть как в локальной сети, так и удаленно. Происходит это с помощью так называемых комнат, к которым можно присоединиться. Аддон от Ubisoft. Исходный код есть на GitHub. Asset браузер. iMesh. Бесплатный ассет-браузер. Да, он представляет доступ к онлайн-магазину ассетов, а также позволяет собирать библиотеку со своими собственными ассетами. Для многих это довольно нелегкий процесс, так как нужно вручную создавать отдельные файлы под каждый ассет, делать рендеры для превьюшки и складывать это в папки, при этом соблюдая структуру бла-бла-бла. Но кто хочет сортировочку, тут скачает и будет как профи, ну. Asset Management. С помощью этого аддона можно управлять своими библиотеками и добавлять ресурсы прямо в Blender. При этом для быстрого просмотра аддон автоматически формирует миниатюры, которые имеют все необходимые настройки для корректного отображения. В Asset Management можно сохранять полностью всю созданную сцену. Объекты можно редактировать прямо из предварительного просмотра, а также делать замену на любой другой с сохранением ориентации. Также дополнение позволяет сохранять собственные материалы и HDRI. Аддон платный, стоит $40, поддерживает Blender начиная с версии 2.79 и до 2.9. BlenderKit – очередной ассет-браузер. Сама настройка сторонняя, однако является частью Blender, ну и легко включается в настройках. Можно пользоваться как бесплатной версией с ограниченным доступом, так и оформить подписку. В базе данных уже более 4000 различных моделей и 2000 материалов. В ближайших апдейтах Blender разработчики внедряют свой встроенный ассет-браузер. В 2.92 он будет в экспериментальных функциях, а в 2.93 должен перейти в основу. Из интересного, должен позволить создавать ассеты для библиотеки более простым способом, не выходя из интерфейса Blender. Other. Asset Creation Toolset 3.1.1. Аддон со множеством инструментов для создания игровых моделек. Имеет упорядоченный интерфейс, содержит настройку UV, материалов, нормали и помимо этого еще позволяет работать с костями рига. Отлично подходит для low-poly моделек. Позволяет импортировать и экспортировать форматы OBJ и FBX, а также напрямую в Unity и Unreal. Совместим с Blender от 2.79 и до 2.90. Некоторые функции зависят от версии. Face Builder – аддон, который используется для создания текстурированных 3D-моделей головы на основе сканирования фото или видео. Поддерживает различную мимику лица. Так как делается все автоматически, качество не всегда может быть желаемым. Еще Face Builder совместим с бесплатным приложением для захвата движений Lifelink Face от Epic Games. Стоимость начинается от $150 и варьируется в зависимости от типа лицензии. Также есть пробная версия на 15 дней. Напомним еще раз, перед тем как покупать, скачивать и устанавливать аддон, проверь совместимость со своей версией Blender. В маркете это указано вот тут. Если задаешь вопрос на каком-нибудь форуме или чатике, будь как можно точен в своих выражениях. Ну, иначе тебя найдут и сам понимаешь. ОМОН шутки не шутит. Спасибо, друзья, за просмотр. Скажите, пожалуйста, какими плагинами пользуетесь вы? Напишите, может быть, какие-то новые плагины, которые мы, возможно, еще не добавили во вторую часть. Не знаю точно, будем ли мы делать видео по плагинам из других программ, так как сейчас Blender — это очень популярная вещь. На данный момент у нас январь 2021 года, и, возможно, мы будем дополнять какую-то коллекцию в будущем. Переходи на следующее видео, так как оно уже стопудово должно быть. И до новых встреч!